Добро пожаловать на канал. Довольно интересный числовой ребус, в котором неизвестна ни одна цифра. Известно лишь то, что все 9 цифр различны. 9, но ведь всего цифр 10, значит одна цифра не используется, хотя в этом нет ничего предосудительного. Надеюсь, все вы этот ребус успели решить, поэтому не буду, как обычно, предлагать решить самостоятельно, а сразу покажу собственное решение, в котором, к сожалению, перебора полностью избежать не удалось, поэтому буду рад, если вы предложите нечто покороче. Давайте для удобства ссылок каждое число ребуса обозначим буквой. Делимое буквой А, делитель буквой D, частное буквой Q, произведение частного на делитель буквой B и остаток буквой R. Запишем, что B это произведение D на Q, а A это сумма B и R. Число B, будучи двузначным, не больше 98, а однозначный остаток не больше 9. Суммируем неравенство и находим, что число A, равное B плюс R, не больше 107. С другой стороны, число А как трехзначное с различными цифрами не меньше 102. Таким образом, две начальные цифры числа А определены. Это 1 и 0. Посмотрим теперь с другой стороны. Число А больше или равно 102. Остаток R меньше или равен 9. Поэтому минус R больше или равно минус 9. Складываем неравенство и находим, что величина А минус R, равная B, не меньше 93. Но в таком случае число B должно начинаться с цифры 9. И у нас исчезла еще одна снежинка. Запишем, что B равное произведению D на Q, больше или равно 93 и меньше или равно 98. Делим неравенство на Q. И записываем, что D больше равно 93 деленных на Q и меньше равно 98 на Q. Неравенство, которое окажется полезным, поскольку мы собираемся заняться значениями D и Q. Ввиду того, что цифры 0 и 1 уже присутствуют, D больше или равно 23, а Q больше или равно 2. При этом, если Q больше или равно 5, то число B, равное произведению D на Q, больше равно произведению 23 на 5, что явно больше 100. Это означает, что Q не может быть больше 4. Запишем, что Q больше равно 2 и меньше равно 4, и будем пробовать каждое значение Q из этого промежутка. Положим Q равным 2. Подставляя Q равное 2 в неравенство для D, находим, что D больше равно 93 вторым или 46,5 и меньше равно 98 вторым или 49. Но 49 можно сразу отбросить, поскольку девятка уже присутствует. Поэтому остается только два возможных значения D – 47 и 48. Полагая D равно 47, находим, что B равно 94, тогда как две четверки, конечно, неуместны. При D равном 48 B равно 96. И здесь повторений пока что не видно. Посмотрим, удастся ли подобрать недостающие две цифры, чтобы избежать повторения. Замечу, что в данном случае, поскольку цифра 2 уже используется, делимое А больше или равно 103, откуда следует, что остаток R больше или равен 7. А поскольку цифры 8 и 9 уже присутствуют, единственное возможное значение R это 7. В таком случае последняя недостающая цифра это 3. Цифра 5 не используется, однако мы вовсе не собираемся получать круглые пятерки. Важно, что повторений по-прежнему не видно, и, следовательно, мы нашли один из ответов задачи. Запишем его, чтобы не забыть.
и положим q равным 3. Поставим значение q в неравенство для d, и так как цифра 3 уже использована для q, вместо 93 можно написать 94. 94 третьих это 31,1 а 98 третьих это 32,2 третьих. Мы видим, что 32 это единственное целое число, содержащееся в промежутке для d, и это число не подходит, поскольку цифра 3 уже использована для q. Осталось проверить последнее значение q. q равно 4. Снова подставляем значение q в неравенство для d и посмотрим, какие значения может принимать делитель d в этот раз. 93 четвертых это 23 с четвертью, а 98 четвертых это 24 с половиной. И снова одно целое число попадает в промежуток для d, это число 24. И снова это единственное число не подходит, поскольку цифра 4 использована для q. Итак, задача имеет единственное решение, и это решение перед вами. Остается лишь сказать «все».